короче, у него есть прикольный альбом 83-го, по-моему, года. Что-то там связано название «Путешествие в рок» и что-то в этом роде. Вот. У него есть прикольная песня, называется «Мой приятель голубой». В общем, прослушиванию, песня огонь вообще. Неожиданно, причем, понимаешь, Юрий Лоза там на своем плоту куда-то Бывайте! Ихтиандры хуевы. плыл. И тут, короче, песня, которая говорит про песнящий огонь. Не, ну, знаете, чем прикольнее, что, типа, есть у него свое ебанутое мнение, которое заведомо будет порицаемо обществом, и он не стесняется, выражает. Плоскоземельщики, Юрий Лоза. Юрий Лоза, Лоза. не, вот этот точно гонщик. Вот да, Он, вот, он ура! классный тролль. Хайп такой. В 2020 году делал в Твиттере тред, и про плоскую землю он почти 1000 этих репостов набрал. Может быть, хайп, а может быть, не знаю. Ну, реклама та же самая. Ну, а что, это тоже панк-рок, если посмотреть на те же Sex Pistols. Которые, да, такие супер родоначальники, они тем же самым занимались, Ну, по сути, хайповали да. все время. Что, они там один альбом записали, и то там басист даже на гитаре играть не умел. И ничего. Ну, это да. Поэтому... А то, что историю про Led Zeppelin смотрел, там наоборот из-за игры на музыке все родилось. Ну то да, видишь, как бы Джимми панк-рока, его плюсы это одновременно его минусы. Ну, То, да. что его породило, это одновременно его и убило. И ну, никуда не денешься, это как законы диалектики, грубо говоря, к панк-року они точно так же применимы. Что, надоело просто всем? Ну, что он не надоело, а что просто, ну, грубо говоря, выродился. Что люди пришли там, да, то есть вот этот порог вхождения, грубо говоря, в музыку, он минимален был. Тебе не надо обладать было вообще ничего, Музыкальным уметь, да, не образованием. учиться, и пошло, это поначалу было прикольно, а потом это просто стало отстойно, что все, кому не лень, берут, играют, и типа думают, что они делают что-то новое, это как раз по поводу обзоров. Ну На да. самом деле просто все повторяет, что уже до этого 100 раз было сказано. И это одновременно как бы было классно, а потом это наоборот стало не классно. Ну, да. Я думаю, это ко всему применимо, и не только к панк-року, к любому жанру, и к искусству, и вообще в целом, к жизни, и к отношениям даже между мужчинами и женщинами, и к любому, ладно, скажем, отношениям, потому что сейчас отношения не только у нас между мужчинами и Ну женщинами. да. Вообще, кстати, интересно, нужны ли рецепты, вот знаешь, как вот, типа там 5 минут там вступление, ну утрирую, там секунд 15, потом идет припев, потом запев, потом проигрыш, бридж, выход, вход и все, и 2 минуты. Вот, или вот идет, как там, допустим, того же, как его, господи, наш любимый-то, гражданская оборона у Летова, там 3 блатных аккорда, и вот оно звучит. Вот и все, что было. Не было и нету. По музыке там, ну, нет музыки, так скажем. По-разному, по-разному. Но оно вот цепляет, то есть оно более живое, честное, чем нежели там вот Ну, здесь понимаешь, мы делаем, песня, переводы. она на той песне, что есть куплет, есть припев, который повторяется. И если ты посмотришь самые знаменитые вещи, которые там люди слушают, там будет куплет незамысловатый, и припев, который запомнится, и который можно будет там спеть там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну да, но это ближе к попсе, Там кстати. бывает, Попса есть популярная музыка. бывают песни без припева совсем, когда вся песня припев. Да, ближе к попсе, но по сути. Ну, смысл популярной музыки в том, что это популярная музыка, да, поп. В том, что она, да, может в башку тебе заходит, да, и на всё. ухо больше. Имя любимое мое, твое имя, имя любимое мое. Ну нахер. Отец. Части народа, и не нужно тебе там как-то себя к этому готовить, чтобы там вот эту вот 7-минутную там Ну да, 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 да. композицию прослушать, а чтобы ты села, ну прикольно там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла там. Там вопросов 50. Нет, 30. Что вы говорите? 30. Да. Это как раз формат на одну бобину получается, это где-то 40 минут. Мы с Русланом снимали тоже, а 10 написал, и в итоге мы дальше второго вопроса не двинулись, потому что, ну, что-то засели, так закопались. Не, ну а если 30, например, вдруг на каком-то вопросе
долго зависнем. И как бы все равно... Ну, все скажем, раздевайся. Тебе. Вот это поворот! Ну уже да, кстати, где мы 18-й год? У Сокола есть песни, где «Верните мой 2007», да, по-моему? Тут хотя бы 18-й, я как раз путешествовать начал. Делать надо хорошо, плохо само Вступление я тоже копирую в записке. Это, кстати, чат GPT их придумал. Какие, вилкой глаз или в жопу раз? Ну вот он хотел эти вопросы, я сказал, как-то не Я хотел другой вопрос. Нет, ты хотел прикольный вопрос. Чё? Да, не люблю яркий свет. Мигрень вызывает. Да, два варианта. Либо вампир, либо наркоман. А тут мигрень. Не, вопрос 33, но из них там пяток, они просто типа как дела. Пока не родила. Как дела? Так, ну, там, кстати, запись идет, да? Накладываешь один звук на другой, и получается кек. Ага. Я посмотрю по вот этому. Как-то так, более-менее. Ну, как мы сейчас болтали. Так, да. Чтобы 30 вопросов в 40 минут уложилось, грубо говоря, там, ну, по минуте на Две. вопрос. Ну да. Ну опять можем не делать марафон. Ну, блин, просто знаешь, можно там это завязнуть там на каком-то одном, а потом тебе сидеть, все это вырезать, вот эти все мычания. Мы там. практически ничего не вырезали. Подрочку. А, и продрочку, по-моему. Да, это и то не мы были инициаторами. Месяц без порнушки и сисюник. Ну давайте, да, раз, два, три. Привет, мы начинаем 4-й выпуск «Крутяцких бобин». У нас в гостях критик, ютубер и информатор музыкальных новостей Лёха Желтый. Всем привет. Выпуск веду я, и мы начинаем. Ну, чуть-чуть ставлю ремарочку, я все-таки не критик и не музыкальный информатор, а в первую очередь музыкант, если можно так назвать. А во-вторых, да. я себя называю панк-блогером. Ну, суть, ладно, не важно. Ну, давайте. Хорошо. Замечательные вопросы, я готов. Ну что ж, ты как добрался, как настрой? Нормально, добрался на МЦК, на одном автобусе, на втором с комфортом. Обратно на такси поеду, потому что на общественном транспорте ехать час 20, на такси 20 минут. Домашнее такси, нормально всё. Ну, нормально, говорю, Макс, парень классный, ничего страшного. Так, ну что ж, расскажи нашим слушателям, зрителям о себе, о своем творчестве. Как ты начинал? О каком? О видео или о музыке? О чем конкретно? Так, можно обо всем. Ладно, мне дали задание на каждый вопрос говорить, что я играю в группе Карт Бланш. Вот, собственно, я играю в группе Карт Бланш. А что касается видео, все начиналось с шутки, как бы прикола, решил снять пару роликов, и вот развилось в нечто более серьезное, как оно обычно и бывает, все хорошие вещи и дела начинаются с шутки. Музычку! А с музыки? В музыкалку ходил? Или Да как? нет, просто увидел концерт Короля и Шута, послушал Виктора Цоя, и захотелось быть таким же, как они. Стоять на сцене в кожаном плаще, покуривать сигарету и петь свои песни. И во сколько ты начал свой путь музыкальный? Ну, более-менее осознанно, в лет 20. Вот, мы когда группу свою собрали. А сейчас тебе сколько? Сейчас мне 34. Сейчас мой музыкальный путь уже это закатывается немножко. Пошла жара! Ну что ж, такой еще вопрос. Как сочетать то, что нравится делать, и официальную работу? Да нормально, как-то. Построил график и поехал. И получаешь ли ты удовольствие от своей постоянной работы, где плоды твоего труда не принадлежат тебе? Ну, нормально, да, мы руками работаем, делаем генераторы, которые... Ну, короче, мы нормально все. А ты не сталкивался с таким выгоранием? Ну, конечно, но это больше, я скорее сказал бы, с творческой стороны. Это есть выгорание, конечно, надо иногда отдыхать. И как ты его переживал? Допустим. Сложно сказать. Такого прям супер конкретно, чтобы все, я там выгорел, я устал.
Я, видишь, я как бы музыкой занимаюсь, видео, как бы хороший отдых — это смена деятельности. То есть там на гитаре побренчал, там видео заснял, там еще чем-то позанимался, поэтому нормально. Так, Пока ничего, пока запал есть, продолжаем. Карт-бланш продолжает играть. Путешествовать, гастролировать, записывать видео, музыку. Как раз на студии недавно были, записали новую песню, будем еще записывать, поэтому все и когда нормально. будет выпуск песни? Не знаю. Слов пока нету, и не дописано пока. Пока еще работаю. А еще такой вопрос. Тяжело ли вообще писать музыку и сколько по времени это занимает? По-разному. Раньше было проще, ты просто берешь, пишешь музыку, то есть, как тебе сказать, ты послушал много музыки, такой, о, хочу так же, раз, там 4 аккорда, все, песня готова. Конечно, чем это дальше идет, тем сложнее писать музыку, потому что ты уже понимаешь, что какие-то определенные ходы уже были сделаны и повторяться не хочется. Сейчас сложнее, да, вот последнюю песню я, ну вот полгода уже я мучаю ее, с ноября месяца. Всё, Это никак должен не быть допишу. прям такой прям хит должен быть. Ой, Поскольку, посмотрим, да. посмотрим, время покажет. Так, и вопрос от Юрия из Раменского. Что лучше, слушать или говорить? Это не про музыку. Я думаю, лучше сочетать, как бы и слушать, и говорить, и смотреть, Чтобы был свой баланс. конечно. Так, явление панка как культура для тебя, это как форма протеста рабочего класса, ты был в Англии, или что другое? Все вместе. И форма протеста рабочего класса, но изначально, конечно, панк это просто было как художественное явление, все-таки в первую очередь. А потом уже молодежь, вот им показали, да, и это уже была и форма протеста и рабочего класса, и нерабочего класса. Но в первую очередь, я думаю, это все-таки форма какого-то личного протеста, когда молодые люди, подростки пытаются найти себя в этом мире, и они вот таким образом самореализовываются. Вот сейчас, кстати, я замечаю то, что молодежь, в принципе, слушает сейчас вот Кеша, Мгм. там вот кино и так далее. Но молодежь, ну, точнее, новую музыку начали даже не хотят слушать. Еще раз, что-то чего музыку новую? То есть молодежь слушает больше старых исполнителей, там вот Кеша, кино, но не хотят слушать новых. Слушай, не скажи, почему. Слушают новую, но сейчас в основном рэп слушают, а рок он все-таки менее популярен. Ну ты что слушаешь, например? Киш. Киш, ну вот отлично. Естественно, Наш что человек. Киш. Ну, тебя тоже послушала, мне как-то вам скинул, тоже понравилось. Ну, прекрасно, я рад. То, что вы умеете так вот технику сочетать, голос. Слушай, мы стараемся, как бы хотим что-то сделать, что-то как бы продолжаем. Хочется, да, найти свой стиль, что-то новое сделать. Не всегда получается, поэтому, собственно, сейчас песни-то так и долго пишутся, потому что, опять же, отвечая на твой предыдущий вопрос, песню можно и за 2 минуты написать, вот, используя какие-то уже апробированные ходы, которые точно сработают, но хочется что-то поинтереснее делать. А какие Поэтому, у вас цель в этом музыкальном плане? Ну вот, опять-таки, поскольку мы не коммерческая группа, в хорошем смысле этого слова, да, у нас там особо сроки не горят, и мы можем себе позволить работать над музыкой столько, сколько нам это нужно. И То что есть, же вас так вот вдохновляет? Вас это вдохновляет? знаешь, сложно сказать, что вдохновляет, не знаю. Честно, не знаю, что вдохновляет. Просто молча делаете, да? Ну да, наверное. То есть это больше как хобби, нежели... Это хороший вопрос, над которым я тоже думал. Скажем так, да, если вот пускать это как в общем, да, ну так вот людям сказать, да, что это, конечно, по признакам это хобби. Но, конечно, это больше, чем хобби. Безусловно, это не хобби, это можно, ну, как стиль жизни, наверное, как-то так. Мироощущение, мировоззрение. Мы даем концерты, мы периодически выступаем, мы даже в тур ездили, в 1-2 по России, нормально все. Фига себе. Круто. Да, Из ну, этого можно будет делать направление в будущем. хотим, куда мы были? Мы были на юге, были на востоке, хотим вот еще раз проехаться, но уже как каждый раз оно все лучше и лучше получается. И когда вы будете пойти в тур? Ну, или концерт? Пока не знаю, у нас кое-какие там перетрубации сейчас, пока непонятно. У них отдалённо. Слушай, ты знаешь, сейчас современные музыкальные жанры, такие как
трэш-метал, там, кроссовер, как хардкор, как эмо, это все из панка вышло, и они стали самостоятельными жанрами. Гранж, это тоже все из панка вышло. То есть, как бы есть рок-н-ролл, который, да, вот это прям как такой корневой какой-то супер жанр. И уже из него там появился панк, это тоже такой корневой жанр, из которого вот появились вот эти самостоятельные жанры. Так что да, они есть, развиваются. Ну сейчас не знаю, сейчас рэп, сейчас не знаю, что есть. Сейчас как-то миксуют, но видишь, сейчас молодежь уже возвращается обратно уже вот как-то вот в эту рокерскую эстетику, мне кажется, даже именно на уровне таком, ну, западном, там вот сейчас опять вот рэпер какой-то есть, он там с Трэвисом сыграл, ну, который барабанщик, Blink-182. Так, с развитием нейронных сетей остается ли место для творчества? Видел ли ты, что способны в рамках генерации музыки? Да, я видел, даже мы по приколу сделали текст в нейросети, ну, на работе там с коллегами, панковский. И не знаю, кстати, может быть, скоро и не надо будет. То есть места творчества не будет? Может быть и нет, видишь, как бы творцы, они всегда такие, типа, вот вы там работяги, вонючие, тупые, за вас всю машина может делать, а сейчас машина все из-за творца может делать. Тем более сейчас творец, чем он занимается? Он просто занимается вот этим копированием, то, что было, и начинает вот из этих там кусочков каких-то готовых пазлов составлять что-то свое и говорит, вот это моя там работа. А на самом деле это все просто повторы, повторы и самоповторы. Так что я думаю, настанет момент, и да, творцы будут Но такие. все-таки в этом у нейрон какие-то такие свои проблемы. И Проблемы они, да, везде бывают, но они развиваются, эти самые нейросети. Думаю, скоро, короче, не надо будет. Видишь, сейчас голограммы, хочешь, там тебе голографический Цой будет, голографический Хой будет, голографический Горшок, там кто угодно, Курт Кобейн. Сейчас с этим вообще проблем никаких. И как бы я думаю, что вот когда это все поймут, и творцы, и рабочие, ну да, люди, скажем так, да, с каким-то монотонным трудом занимаются, что надо совмещать, тогда, конечно, нейросети не будет места, и она будет побеждена, потому что все-таки человек венец, как там, венец природы, и нормально. Конечно, надо будет стремиться сделать то, что не сделает нейросеть, как тоже с шахматами было, там, когда шахматисты пытались вот эту программу шахматную обыграть. Но вопрос, да, очень интересный, я думаю, животрепещущий. Многие творцы сейчас думают, черт подери, что нам делать. А потому что многие пользуются нейросетями, чтобы сочинять музыку, тексты и зарабатывать деньги. Вот, еще хочу спросить про твое отношение к песням, которые используют мат. Пиздец нахуй, блядь, and they're just... Да мне нормально, я в этом ничего плохого не вижу, если, скажем так, это требует художественной составляющей, чтобы там был мат. То есть вы используете, потому что это просто как выражение? Я не всегда согласен, говорят, что матом люди используют мат, что типа они не могут без мата выражаться. Ну, многие да, но иногда мат именно с художественной точки зрения, я думаю, имеет место быть, он необходим, либо это какая-то стилистика, как, ну не знаю, как «Сектор газа», например, когда такая дворовая музыка, дворовая тема и там. А сам-то какие вот советуешь группы музыкальные, чтобы войти в эту атмосферу? В панковскую? Да. Все почувствовать все. Ну, я бы посоветовал Sex Pistols послушать, Рамонес, Король и Шут, ну, можно Пурген, Оргазм Нострадамуса, ну, вот, собственно, все, что здесь есть, вот что у меня тут. Смотри, Хой, Да. Цой, Летов, Горшок, Sex Pistols, Карт Бланш, вот, все, что на мне есть, вот, то можете послушать, если хотите. Правильное музло. Да, войти в музыкальный жанр, но я думаю, люди, которые будут смотреть это видео, они уже в теме, и, наверное, наши рекомендации им особо не понадобятся. Ну, тоже верно, с одной стороны. Так, и раз мы говорили про Кеша, то ты смотрел сериал? Да, да. Всего посмотрел? Ну, почти. Ну, как, что скажешь? Сначала понравилось, потом не очень понравилось. Как бы, мне почему понравилось? Потому что я понял, что это очень сложная задача для авторов, потому что темы животрепещущие, люди еще, которые там снимались, они еще живы. И как, ну, сложно, вроде они такие типа сказка, но затрагивают те вещи, которые как бы показывают, да, в реальности, там, жену Горшка она вот написала, она недовольна была, и можно понять. И меня немножко, конечно, ближе к концу сериал разочаровал, я не хотел бы, чтобы, да, вот там такая... из-за чего ты разочаровал-то? Ну, видишь, там как бы показали такого супер хорошего, правильного князя и Горшка, который просто ходит, постоянно колется и ровным счетом не делает больше ничего. Мне кажется, это было не так.
Ну, как-то я хотел, знаешь, чтобы горшок раскрылся, его какой-то внутренний мир, чтобы показать. Вот лично мне было бы это интересно, а не просто, что там, что там, понимаешь, да, вот это все. Я биографию читала, это действительно такое интересно, можно было взять. По факту делали алкоголиком, наркоманом, Слушай, князь ведь расхлебывает. Слушай, я не думаю, что это прям так было. И понимаешь, ты смотришь интервью, например, Горшка и Князя, да, там, может быть, Горшок, как говоришь, алкоголик, наркоман, сидит там, вот это все, ведет себя вот так. Но за счет вот этой своей харизмы, ему, в принципе, особо и не нужно было напрягаться. Может быть, где-то, да, он и расслабился из-за этого. Но опять, конечно, употребление алкоголя и наркотических средств ни к чему хорошему не ведет, безусловно. Но я не думаю, что прям так было, как это в сериале показано. Поэтому можно понять тех людей, которым сериал не понравился из-за этого. И, в принципе, мне тоже не очень понравилось, что как-то там скачут там, с 2004 года, сразу раз 2011 год. Да, это тоже большой. А до этого, знаешь, там показывали все 92-й, 93-й, прям раз, музыка, а потом раз, этого больше нет, ничего, все так шло как бы сначала по одному направлению, а потом раз вот так вот скатилось и в другое же совсем направление, все, там одна серия Князя была посвящена, так что меня немножко разочаровал сериал, да. Так, что ж, давай в рамках нашей программы разберем новинки, допустим, за март 23 года. Ой. Я достаю брата Сокола, Да, но да. все-таки давай о следующих треков поговорим. Ну давай. Дядя Бенц, песня «Мотает». Прикольно, мне понравилось. Классная группа вообще, Uncle Ben, всем рекомендую, кто любит ска, аранжировки, качество записи, вокалки, тексты, здорово. Так, и «Свобода важнее моды», Фрэнк Янка. Янки снились цветы, цветы росли изо льда. Интересная, оригинальная песня получилась у них, не в их стиле. Так, и «Озон. Весна». Скоро будет весна, добро по миру пройдет. Озон приятно удивили, потому что прошлые записи мне как-то не очень нравились, а весна прикольно получилась. Да. Так, и «Злой Маяковский». Толпа простошерстная, быстрая кошка плыла, изгибаясь дверями рукома. Больше нет никого, ничего, смерть подставит плечо. Выставит счеты за дверь. Это надо будет оставить, блядь. Да, надо, можно. Прикольно. Я вообще, знаешь, хочу вот прийти к тому, чтобы вообще вырезок по минимуму было. Мы Просто... вообще всегда одним кадром снимали. Да, просто понимаешь, ты зовешь рокеров, Ты говоришь, чтобы это было много. ты зовешь рокеров, рокеры общаются, они вот как горшок, вот это, понимаешь, да, там слова паразиты, маты. Я сижу, да, потом, вот это маты там поубирай, я сижу, вот это все, там вот это каждый бля вырезаю, там этих бля. Это артикль для французов, бля-бля, ну что тут еще, Ну, на самом деле, никто у меня особо ничего не просит, но, да, вот если ты слушаешь вот рокеров, как они говорят, многие из них очень много тратят просто времени на музыку, очень они в творчестве, и когда они начинают там про политику говорить, про какие-то важные вещи, у них, ну, как бы они книжек-то мало читают, особо не знают ничего, поэтому так и получается, что лучше слушать просто музыку, а то, что говорят, лучше особо не слушать. Так, как ты относишься вот к политике? Почему я пришел в крутится бобина, я помню. Ну, Макс написал, ребята говорят, приходи, у Макса гостей мало, вот пришел помочь, пообщаться, поговорить о панк-роке и рассказать, что я играю в группе. Карт-бланш, бля! Вот так вот надо. Ну еще привет, кстати, нашему общему другу барабанщику. Петровичу. Петрович, тебе привет. Он, кстати, звал нас на свою кулинарную передачу, мы шашлык там жарить будем. О, кстати, прикольно. Надо нам тоже туда подсоединиться, короче, все шоу объединить, короче говоря. Крутятся бобины. Короче, я уже решил. Мы, короче, сидим, музыканты сидят, играют около костра, а девчонки нагишом делают шашлык, кстати. Неплохо устроились. Такой спецвыпуск, кстати. Вот касаемо политики вот в песнях панковских. Вообще стоит ли это использовать? Я понял. Ты знаешь, я сначала хорошо относился, потому что, ну, как бы панк это и есть политика, но со временем я понял, что лучше не касаться этих тем, потому что ты, слушая панк-рок, ничего нового касаемо политики ты не узнаешь. И люди, которые поют вот эти, да, политические песни, которые там
против стереотипов, как бы. На самом деле они транслируют те же самые стереотипы, просто другие. Поэтому сейчас я отношусь к этому негативно. Мне интереснее послушать песни, которые не повторяют, да, вот эти вот панковские какие-то заготовки, те темы, на которые должен петь панк. Вот, например, кстати говоря, почему группа Король и Шут оказалась так интересной, что они, ну, что-то свое привнесли, да, какие-то сказки, хотя их критиковали, там, хуесосили за это, что серьезные пацаны там и какие-то сказки поют, вместо того, чтобы петь то, о чем поют рокеры или панки, но время все расставило по своим местам, и как ты видишь, всего есть своя изюминка. да, Хой, Цой, Летов и Горшок. А у вас какая вот своя вот изюминка есть? Ой. Или... Да, время покажет, есть у нас изюминка или нет, я пока не знаю. То есть легче это выявить слушателя? Ты знаешь, спроси об этом у Степана, он лучше расскажет про изюминку в нашем творчестве. Просто, как бы помимо карт-бланша, у меня еще сольный проект, я наконец-то закончил эти песни, вот посмотрим тоже, что получится. А вот помимо группы, там какие-то группы еще свой сольный. Ну да, так получилось, где я там делал все, что хочу, и наконец с 2020 года я все это делал, наконец я это доделал. И как будет называться твой сольный? Или просто прям Леха? Не, я назвал, группа «Обывало» будет называться. Обывало. Да, ну как обыватель, сокращенно от обывателя, это «Обывало». И когда это выпустится все? Скоро уже. Скоро? Вот Когда? месяц-два будет уже, можно насладиться будет. А где? Ну где? В интернете, везде. Ну, то есть не будет как-то там через студия «Союз». Это не реклама. Вот, или еще Да какой-то нет, лейбл. ну ближе к делу все. Я думаю, будет. Мне, по крайней мере, очень нравится. Я все, что хотел сделать, я там все совместил панк-рок, совместил клавишные, совместил электронику, тексты, все. Ну, в общем, единственное, вот с вокалом я не очень доволен. Пришлось мне петь, пою я не очень хорошо. Я искал вокалиста, у меня не получилось найти вокалиста, пришлось самому петь. И именно с точки зрения именно вокала, техники, вот это, да, самое слабое место. Ну, что делать? Во всем остальном я доволен. И сколько времени ушло вот на все вот это вот подготовку? Сольник? Ты знаешь, тексты я как-то за неделю написал, прям у меня как-то я вот поймал вот это настроение, я прям за неделю все, у меня вот это все, цельное полотно, оно сложилось. А потом музыку тоже, вот именно у меня хотелось, чтобы ты пришел, есть текст, музыка, и вот не думай прям, вот, что у тебя идет, что получалось. Вот как-то так получилось, ребятам это не понравилось, я говорю, ну ладно, у нас другая еще группа была, она распалась, сейчас я играю только в карт-бланше. Это тоже не реклама. Нет, мне просто задание дали. Мне говорят, тебе вопрос задают, а в каждом вопросе говори про карт-бланш. Я поэтому по мере возможности в каждом вопросе говорю про карт-бланш. Кстати говоря, вот даже карт-бланш тоже везде. Вот, и... осталось. Да, и то, что я хотел сделать по текстам, по всему, у меня получилось, грубо говоря, музыка текста за неделю, а потом процесс записи растянулся на 3 года. Ну, я к этому то возвращался, то это бросал. Как-то думал, вообще на это уже забить. Но решил, что надо доделать. Правильно. Так, и теперь, каждый вопрос. Почему панки боятся обнаженки? Почему не идут к нам на эфир? Слушай, Великий Винни Пол, если не ошибаюсь, работал на Пантере, и Квайт Dimension открыл бар со стриптизом. Почему это нормально? Ну, при нынешней политике там в Штатах. А у нас это брутал стеснительное. ну, я вот с Максимом разговаривал, все-таки панк, рок, это больше как бы такая, ну, мужская аудитория, люди туда приходят, как, ну, школьники, когда, знаешь, у них не хватает какого-то внимания, общения, и, конечно, это все. Насчет того, что, я думаю, нет такой проблемы, потому что в панк-роке-то, вон, пожалуйста, там все ходят, вот, на какой-нибудь лесной фестиваль, приезжай, там мужики ходят, письками трясут, барышни там полуголые все, чумазые, поэтому нет проблем. Может быть, именно в том плане, что приехать, сняться, да, потому что, опять же, да, люди сейчас все женатые, ну, как бы, определенные, да, какие-то свои... То есть это просто свои личные заморочки? Я думаю, да, конечно. А так, да, изначально рокеры, конечно, больше, я считаю, это такая мужская среда, именно где-то обделенная, да, женским вниманием, и люди берут гитары, чтобы как бы привлекать, да, внимание, самореализовываться. Ну, не все, опять же, а то скажут потом, вот Леха Желтый сказал, что все рокеры дрочилы. Не все, но как правило. А с женой ты как познакомился? Вот в этой музыкальной среде, на концерте она пела, я пришел, в Питере она пела. Спросил, как у нее группа называется.
А я был, поскольку очень пьяный, я еще раз пришел, спросил, как группа называется. И она поняла, что я забуду, и мне в личку написала, как группа называется. Ну и заобщались как бы на теме панк-рока, на теме творчества. И на теме, ну, в первую очередь, да, на теме панк-рока и на теме творчества. И когда вот это вот два музыканта в семье, это на самом деле лучше или ну, вот это сложно? Ты знаешь, мы вместе музыкой не занимаемся, поэтому нормально. То есть дома чисто дом, а работа это работа. Ну, там. да, ну понимаешь, как бы Лори, она же, ну, не только она там и книги пишет, как бы занимается всякими разными делами. Музыкой-то она сейчас не занимается особо. Мы обголяемся. Пожалуйста, как бы формат шоу, ваш монастырь, ваши правила. А записал бы ты фит с Картофаном. А теперь еще раз. Картофан. Да, я постоянно картофан называю. Крафторман. Это эпично было. Крафторман. Вот тот Кафтерман. Кафторман. Ну или Кафтерман. Прикол-то еще в том, что он прошел, что не хватает. Вот, короче, вот это вот все должно быть. Вот это сделаешь у себя, вот уже не просто сидели там с Соколом общались, ну, к примеру, да? А реально ебалу гнать. Так нам и предъявили, что комментарии там, вот вы там сидите с Соколом, пиздите, песни не слушаете, вместо того, чтобы сидеть там и песни слушать. И я думаю, блин, и что ты, типа, сидишь вот так вот 2 минуты песню слушаешь вот с таким... А потом говно. Следующий. А теперь к проктологу, знаешь, Что касается насчет Картофана, я бы... Вот если как бы карт-бланш решит сделать фит с Картофаном, то я бы, конечно... Все, был Картофан Бен. Это он. Это Картофан. Ну все, ладно. Совместно. Это самый угарный выпуск будет, не по-моему. Сейчас. Почему у нас финансово так выгодно быть музыкантом? Слушай, музыкантам вообще быть невыгодно. Если ты не играешь попсу, если ты не играешь рэп, если ты не продался Госдепу, то музыкантам у нас вообще быть невыгодно. Вообще лучше. Ну, либо если ты, да, не поешь какие-то песни там. Ну, это затратно. Вообще творчеством затратно заниматься любым. Музыка, книги, чтобы ты книгу, вот представь тебе, надо книгу написать. И это дело не одного дня, как там какую-нибудь плюгавую песню написать там за 3 минуты с глагольными рифмами. Ты пишешь книгу. Тебе ее надо издать. Ты платишь деньги, чтобы издать книгу. И тебе еще надо ее как-то продать. А поскольку люди у нас сейчас особо не читают, либо читают, скажем так, читают вот это вот. ну, всякое, да, либо то, что такое более мейнстримовое, то очень сложно. Вообще творчеством очень дорого заниматься. В первую очередь, если будут деньги, нормально. Если денег не будет, ну, скорее всего, все печально будет. И с книгами, и с музыкой в особенности. Я не знаю, как дела обстоят вот с фотографией и со всем остальным. И с видео, кстати, тоже заметил. Вот видишь, особо денег сейчас не трачу, и где-то там я вот, где-то там и болтаюсь, там вот примерно, где в 2020 году. Так что так. А вообще лучше, значит, свое оригинальное или ради бабла все это делать? Кому как, я не могу сказать. Ну, а твоя позиция? Для меня творчество не заработок, я работаю на работе, творчеством я занимаюсь, реализую свои творческие идеи, отдыхаю, хотя не отдыхаю все-таки, это тоже сложно, особенно если это не песня, а что-то более такое там. Творчество должно быть, я думаю, у всех по-разному. И как бы знаешь, вот у творцов есть что-то для денег они делают, а есть то, что они делают именно творчество. То же самое, вот Булгакова я слушал недавно, про него рассказывали. То есть что-то он там всякие фельетоны, что-то писал, там ну, какие-то пьесы, надо было тоже на что-то жить. И между тем он там писал «Белую гвардию», писал «Собачье сердце», писал «Мастера и Маргариту». Как-то так. Так, как ты оцениваешь состояние современного скапанка, панк-сцены и как ты видишь любовь? Скапанк вообще не люблю, ничего не скажу про скапанк. Насчет панк-сцены, ну не знаю, посмотрим. Вот сейчас сериал «Король и Шут» даст какой-то подъем. А так, мне кажется, все-таки панковская тема, она ну где-то вот в нулевых осталась. То есть дальше ее не будет, что-то вместо нее. Так думаешь? Ну, сложно сказать. Но я думаю, сейчас это все скорее больше в упадке находится, чем на подъеме. Понимаешь, люди
которые в нулевых ходили на концерты, играли в группах, они сейчас все, ну, кто вырос там, кто помер там, спился, скурился, там, скололся. И просто людей вот мало в панк-сцене. А поскольку панк-сцена, она, ну, как бы такая закрытая структура, нету притока новых людей практически. Вот именно говорю, ну, такую именно панк-андеграундную сцену. Не то, что там условный Доброфест какой-нибудь или Нашествие. Кстати, пока ехал, я прям увидел барышню, она сидит. Это просто вот образец, вот квинтэссенция вот этого всего. У нее, короче, здесь написано «Нашествие», причем сама написала «Король и Шут», там «Гражданская оборона». Я прям думаю, блин, классная кожанка, самому так вот захотелось. Ну, думаю, с панк-сценой, наверное, в ближайшее время, наверное, все печально будет. Ну, тогда ладно. Ну и ладно, хуй с ней. Да и хуй с ним. Ну вообще, блин, понимаешь, панк-рок это, в принципе, всем не нужно. Это не нужно всем. Это вот есть как бы определенное количество людей, которым это нужно. Это не нужно там каждому. Если не брать тот же, да, вот в такие группы, как там, например, Король и Шут. И то Король и Шут у них какая самая популярная песня? Кукла-колдуна и ничего подобного. Кукла-колдуна и Прыгну со скалы. А это, ну, по сути, самая такая попса, которая, ну, самая попса. Поэтому даже и народ, который Киш слушает, он, ну, именно вот больше с точки зрения, да, вот этого акустического альбома слушает. И сейчас сериал посмотрит, там вот, и что это? Ну, это все равно как бы к панк-року такое отношение. Это хорошо, что Горшок продвигал панк-рок. У него там Плащ был, где панк-рок группы были написаны, всякие корневые, там, UK, Subs, GBH. Мы с ребятами смотрели, и такие, надо послушать. У Горшка там на Плаще какие-то группы. А сейчас как бы группа просто играет там и все, типа, вот мы панки, там панк-рок, это там что-то такое, молодежное, бунтарское. То есть это больше временное такое. Все. Ну, как я говорю, рок и панк-рок, в частности, это больше всего для молодежи. Ну, как бы, блин, ну ты прикинь, ты 35-летний мужик и такой, пойду-ка я панком стану, и ракет себе забрею. Смотри, тебе 30. Подъебали. Смотри, во-первых, мне 34, во-вторых, я этим, ну, как бы, с 13 лет, с 13, с 14, с 15 я уже куда-то вот в эти дебри стремился. Но сейчас представить, чтобы мне там в 34 года я там, не знаю, решил бы скинхедом стать. Ну, не знаю, за счет того, что только там все волосы выпадут, можно и скинхедом, конечно, стать. Это ближе к 50. Короче, это все для молодежи. Как бы нормальному, взрослому человеку, который уже себя нашел, уже совсем определился, ему не нужны все эти субкультурные темы. Ну, зачем тебе вот идентифицировать там панк ты или скинхед, для чего? Не знаю. Никто. Когда ты молодой, ты себя ищешь, да, ты вот нашел там группу единомышленников, да, вот они там, увидел там, не знаю, какой-нибудь карт-бланш, увидел, он слушает карт-бланш, я слушаю карт-бланш, значит, мы примерно одинаково мыслим. И вы начинаете там вот общаться, что есть какие-то условные обыватели, а есть вот мы как бы типа не такие, как они, мы вот, конечно же, лучше, они там все, ну, назови их как угодно. Мне кажется, взрослому человеку это уже особо не нужно. То есть это просто детское развлечение? Нет, это не детское развлечение, но это больше нужно именно человеку, который ищет себя. Когда ты уже нашел себя, даже через это, ты все равно уже как-то, ну, по-другому на эти вещи смотришь. Там, ты же не смотришь, да, на какие-то вещи так же, как в 15 лет. Ну вот то же самое с музыкой. Хотя многие панки поют там всегда молодой, forever young, там всегда 18. И как бы это, ну, вроде и круто, да, но на самом деле это не так уж и круто, знаете, это как вот есть эта фраза там «малолетний дебил». Малолетние дебилы – это малолетние дебилы. Как бы когда человеку там 30-35, а он мыслит как 18-летний, ну, наверное, есть какие-то вопросы к нему. Или ты думаешь иначе? Нет, я думаю, все правильно. Ну вот. Следующий вопрос. Мир Юрьевич, привет как раз. Да, если кому хочешь передать привет? Не буду никому. Друзьям и Путину привет. А ну как принимаешь свое старение, взросление, опыт мудрости? Ну, нормально отношусь к этому как к естественному процессу. То есть никакой там депрессии, там мыслей таких не было?
Не, ну, конечно, в какой-то момент были, потому что, я думаю, знаешь, как бы, не знаю, как у женщин, а у мальчиков там какой-то период, да, наступает, ну, переломный, там, в 27 лет, там, еще там в 37, знаешь, этот кризис среднего возраста. Ну, нормально сейчас, как бы. Мы рождаемся, мы растем, потом стареем, потом умираем. Это жизнь. Не, ну а как, ну что, ты как бы захочешь, да, жить вечно, ну можно, да, там, через как-то творчество, да, что-то так, но физически ты же там, если ты не граф Дракула и не вампир, ты же не будешь там тысячелетия жить. И я думаю, если бы человек жил бы действительно вечно, то ценность жизни, наверное, да, она бы не была так ценна, и ты видишь, люди и так особо не ценят жизнь до тех пор, пока вот не окажется вот в каком-то вот этом... Сложной ситуации. Да, какой-то пограничной теме. А у тебя такого не было или было там? Может быть, подростковые годы? Ну, скажу так, все мы люди, ситуации всякие разные. Но попыток главное, что не было. Ну, это как-то нет, к такому я не склонен. Мне кажется, это уже когда какое-то психическое отклонение идет, или ты вот именно, ну, как-то, да, у тебя там нервы настолько расшатаны, что у тебя вот этот инстинкт самосохранения выключается, и ты там можешь что-то сделать. Ну, либо ты там пьяный, либо ты там под наркотиками, как-то так. А нормальный человек, у него нет таких мыслей. Ну ладно, а почему что ты хотела это? Насчет финала, слушайте «Карт-бланш». Вот все, что хочу сказать. Приходите на концерты «Карт-бланш», слушайте «Карт-бланш», покупайте мерч группы «Карт-бланш». Все. Ну что, если мы закончили, то... Можно обниматься. Ну, руку там пожмите, не знаю. Все, всем спасибо. Приходите на концерты, слушайте панк-рок, смотрите панк-интервью. Но в первую очередь занимайтесь своими делами. Пока. Молодец. Свобода, аборт, тысяча способ сделать свой выбор. Не становись трусом каждый день как один. Миллион людей, время открыть глаза, становиться умней. Свобода, аборт, тысяча способ сделать свой выбор. Не становись трусом каждый день как один. Вопрос из зала, как зовут картофана? Это мемный будет теперь. Ну, Все, увольняем. Твой первый и последний, да, выпуск.